Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня мы с вами приготовим нежный, легкий и довольно простой десерт – сметанно-молочный пудинг. А для рецепта нам понадобится сметана, молоко, сахар, желтки, желатин и ваниль. Берем желтки, то есть берем яйца, и нам нужно отделить белок от желтка. Белки отставляем, а желток перекладываем в кастрюльку. Желатин нам надо замочить в небольшом количестве молока. Пока мы будем готовить желтки и основные ингредиенты, составляющие нашего пудинга, желатин должен настояться, немножко разбухнуть. Желатин я использую быстро растворимый. Перемешиваем и оставляем. К желткам добавляем сахар. Я добавила не ванилин, а ваниль. Это бурбон ваниль, натуральная ваниль. То есть ее можно использовать там вот пол чайной ложечки, 3 чайные ложки. Если вы используете ванилин, то там только на кончике ножа. Теперь сюда добавляем все остальное молоко. Перемешиваем и ставим на огонь. Огонь будем использовать такой средний, нам большой не нужен. И перемешивая, варим до закипания. Смесь мы не кипятим, иначе получится у нас вареный омлет, такой сладкий вареный омлет. То есть у нас вот она немножечко такая густоватая стала. Все, снимаем с огня. То есть чуть-чуть, вот первые бульбашки пошли, да. Теперь сюда добавляем размягший, набухший желатин. И хорошо его перемешиваем, даем ему там раствориться. Добавляем к молочной желатиновой смеси сметану. У меня 20% сметанка. Перемешиваем. Все готово. Теперь берем форму. У меня силиконовая. Из такой формы удобнее доставать из силиконовой формы. Но можно использовать любую. И переливаем наш пудинг в эту форму. Все. Убираем в прохладное место. Застывать на часа 2-3. Готовый пудинг выкладываем на блюдо, а сверху его можно посыпать тертым шоколадом. Теперь смело подаем к столу. Давайте снимем пробу. Пудинг получился очень нежный, мягкий, по вкусу напоминает пломбир мороженое. Такой желеобразный пломбир. Понравится как взрослым, так и детям. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.